Доброе утро. Утро нас встретило на станции. И даже не могу сказать, на какой станции. Ну, где-то в пригородах города Братска. Будем смотреть, что этот день нам принесет. Вот вокзал, вот станция гидростроитель. И мы здесь. 4 утра. Вот и привокзальная гостиница. 4:21. Ну, там вокзал. Очень удобно. И вот опять доброе утро. И утро это действительно доброе. С утра пораньше мы уже едем. Здесь мы проезжаем по плотине Братской ГЭС. Вот, собственно говоря, под нами эта ГЭС и есть. И едем из нашего отдаленного района города Братска, который называется Гидростроитель, через Братск выезжаем за город. За городом мы попали на федеральную трассу Вилюй. Она целиком еще не построена. Когда она будет достроена, то это будет 3000 километров от Иркутска до города Якутск. Сейчас построено около 1000 километров до города Усть-Кут. А мы свернули с федеральной трассы и углубляемся в лес, к реке Ангаре. Итак, осмотр начинается с ангарской деревни имени О. Леонова. Памятник Октябрю Леонову, который создал этот музей. Его стараниями спасались экспонаты, вывозились сюда. Поэтому и носит этот центр его имя. Выдалбливают чертания. По сути, вся лось это такой архетипичный образ. То есть первобытное общество охотников-собирателей рисует, собственно, то, от чего зависит их жизнь, то, что они видят чаще всего. Но есть гипотеза такая, что это с Иванкийского сектора. Здесь есть медведь. Каша с мясом? Хорошо, что мы тебя не встретили на озере, Миша. вообще медведи в неволе могут до 50 лет доживать, а на воле около 35 лет живут. Вон его кормить. По утрам овсянкой, как настоящий британец. Брошенный. Ну, Ну ладно. медведи разнообразные. Он, кстати, в основном состоит из растительной пищи. А он в спячку ложит? Ягоды. Он, да, он впадает в спячку, но у него очень хитрая спячка, потому что он также с утреца встает покушать и ложится обратно. Вот сейчас мы находимся на зимнем стойбище ивенка. И такое типичное жилье для ивенков — это чуб. Вот один, вот второй. Причем материал для покрытия чубов разный. Зимой чубы обычно покрываются корой лиственницы. Кора лиственницы заготавливается летом, примерно в июне. Ее можно снять, она такая достаточно пластичная. Да, странно, обычно в июне снимают. Весной можно кастрация. Лабаз. Он же арейра, если по-испански. Кто увидел, кто мог, Вот они, избушки на курьих ножках. И вовсе даже не сказка. На волка, на лося не совсем аутентичный, он должен быть чуть побольше, потолще. Сухожилия использовали и в качестве тетивы, стрела по солине, но принцип работы примитивный, то есть пробегает животное, задевает веревку, вводится механизм, и как это работает примитивно. 2 плахи сверху снизу, между ними механизм с такой маленькой палочкой. Когда зверек пробегает на приманку, взводится механизм, и плаха верхняя падает, его придавливает. То есть она туда забегала, тоже хватала приманку. Здесь она да, тут должен путик небольшой вставляться, который переламывался. Вот, и ее закрывала. Это летнее стойбище ивенков. Летом использовали вот такие киски из бересты. То есть нужно было снимать ровную бересту без сучков. Нужно было 3 дня ее вываривать на медленном огне. Тогда она все необходимые свойства приобретала, пластичность,
Собственно, чтобы олень не обжегся, ставили вот такой вот небольшой остров в виде чума. И ставили вот такие теневые навесы. Еще один крытый лабаз. Очень прям здесь так аутентично все. Таблички про знаки. Вот, например, ветка, опирающаяся на ствол дерева вершиной вниз, указывала на близость стойбища. Вот она, веточка. Мы же мимо пройдем и даже не заметим. А это, оказывается, вот что. Поэтому чум шамана, он немного больше остальных. И он ставится на месте, где растет лиственница. Лиственница — это у венков священное дерево. Вообще тоже архетипичный образ, то есть у каких-нибудь там германцев в язычестве ясень священное дерево, у славян там вроде как дуб, вот у венков лиственница. Еще знаки. Мох, положенный на ветку. Вот. Мох, вот. Ветка. Значит, рядом мясо убитого животного. Вот еще знаки. Вот они. Очень интересно. Вот знак. Здесь охотится охотник. Типа, не подходите, а то убьет. А здесь... Ага, то есть здесь расставлены самострелы. Тоже будьте осторожны. Заминировано. Еще один шаманский чум. Побольше немножечко. И гид нам рассказывает, как проходило так называемое лечение у шамана. И набрасывают его на шею жертвенного оленя. Лик шамана. Для того, чтобы хорошо охотиться. Традиционное ивенкийское захоронение. Такие захоронения стали появляться, когда сюда дошло православие. Переходим в русский сектор. А это охотничьи избушки. Начало 20 века. Доски, гранка. Гранком проложены, конечно. Два волоковых окна. Одно здесь снизу, ну, волоковые, потому что они волоком вот так закрываются. Снизу для на одном дереве, там если на 4, на 3 сваях, здесь на одном дереве. Вот лабаз с пропилом от грызунов. 631 год, 36. А это Братский острог 1631 года. Вторым и третьим разница небольшая, просто второй перенесли на другой берег реки Оки, то что в приток Ангары. Причем делается из дерева. Больно выглядит на службе у нас вот есть вообще в году 3 крупных праздника. Это Троица, Рождество и Масленица. 17 век, в основном оригинальное. Это Братский острог 1630 года. Очень много оригинальных деталей. Мы на башенке проезжих ворот. Отсюда видно было далеко. Все проглядывалось. Закрывались. Металлических частей нет, они очень дорогие. Поэтому устанавливали вот такие вот деревянные колоды на открываются и закрываются. Братский острог, вот так будет правильнее. Улицы с одной стороны расположены крестьянские усадьбы. Причем, если мы говорим о начале освоения восточной Это 19 век. нормальная деревня — это 1-2 крестьянских усадьбы. Приходит семья, основывает деревню. 2 дома, 2 избы, 2 усадьбы, это комплекс построен. То есть это изба и надворные построили амбары. На берегу бани и удочные всякие сарайчики. Ну, красота.
типичная усадьба в среднем при ангаре. Вот тут хозяин. Охотник. Рыболов. И вид на ангару. И в улицу, чтобы все было видно, кто куда пошел. Печь и синий. И вот идем на скотный двор. Ой, а тут еще и скотинка есть. Кролики, барашки, гуси. Это уже побогаче, вон, со вторым этажом, что ли. И ворота покрепче. Еще начало 20 века с обстановкой из 50-х годов. Тут уже прям... Вот только телевизора не хватает. Но печка присутствует. Музыкальный салон. Умывальник уже. Замечательная просто экспозиция. Октябрь Леонов был бы рад, если был бы жив. Просто очень хорошая. То есть вот, если раньше думала, что Тальцы, то сейчас нет. Только Ангарская деревня. Номер 1. Выезд из Ангарской деревни не обошелся без приключений. У нас идет замена колеса. Никого нет. Единственная машина, у которой сломалось колесо. Ну вот, пришли в яхт-клуб, потому что в Братске есть море. Братское море. А если есть море, значит есть и яхты. Вот на яхтах мы еще не ходили. Погрузка прошла успешно. Отчаливаем. Приближаемся к Братской ГЭС. Пляжная зона. И вот на этой рыси мы и ходили. Обзорная площадка с видом как раз на плотину с другой стороны. С той стороны мы посмотрели с яхты, а здесь
Это все выглядит вот так. Мощь. Вот, вездесущие замочки. И вот красиво, когда здесь воду спускают. Это, конечно, красиво смотрится. Высота там 103 метра. Это только глубина с той стороны. Плюс еще уходит вглубь. Градск город очень протяженный. Ехали мы от плотины очень долго. Я не знаю, мне кажется, минут 40. И вот приехали в монумент Победы. И здесь вот такие кубы с землей Москвы, земля Северного Кавказа, земля Украины, земля Крыма, земля Ленинграда, земля Прибалтики. А там земля Заполярья. Ну, короче говоря, вот так они здесь сделали стелы. Там самолетик. И здесь какая-то обзорка. Виды здесь одни в сторону Братского моря или Ангары. По кругу здесь даты выбиты. И этот такой, видимо, символизирует огонь вечный. Ну, там какая-то пешеходная зона, мостик и парк. Это, видимо, парк Победы как раз. Обустроенная дорожка с фонариками. В окружении золотой осени. И мы движемся в сторону улицы Ленина. Это святое. Посетили торговый центр Москва. Ну, это такой, как бы, вот как рыночек получается. Все есть. Все здесь присутствует. От голода не пухнут. Такой большой и современный. Городская скульптура. Лавочка, валенки и поленница. И ушанка. Все это на улице Ленина. Вот она такая просторная. Вон противоположная сторона этой улицы. Посередине бульварчик. Дома жилые. Ну, в принципе, наверное, это считается центр города. Хотя он очень такой разнорайонный город. Протяженный. Улицы. Ну и, я так думаю, площадь Ленина. Центральная площадь, где проходят парады всякие. И вот, пожалуйста, такой боевой Ленин здесь. Уже бульварчик. Все немного растений, но они есть. Облагораживают его сейчас. Здесь и уличные музыканты. Нет, я музыкантов и Пушкин. На бульваре цветочки, клумбы. Не забывайте, конец сентября, и мы где-то в Забайкалье. Тут фонтан предполагается. И памятный камень. Солнечные часы. Тетерев. Клумба и собор. Ну, то есть это, видимо, такая главная прогулочная артерия города, потому что по краям очень много всяких ресторанчиков, куда мы и собираемся зайти. Лимончелло в Братске.
Конечно, да. Или наоборот. Стоит генкрем 220, объем 350, очень хороший пивочка. Давай. Пицца, да? За 350 миллилитров. Стакан. Нормально. Пока мы ужинали, совсем стемнело. 10 градусов. И дошли до Братского драматического театра. Ну и пора в гостиницу. Завтра вылет в Москву закончился. Наш тур очень необычный, суетной, с элементами экстрима, но по-другому эти места и не посмотришь. Это самый легкий вариант увидеть Чарские пески.